Путин резко сменил тон, войскам поставлен жесткий дедлайн, цели пересмотрены. Ситуация катастрофическая, Соловьев сорвался в прямом эфире и наговорил на уголовную статью. Такого позора еще не было. Удар по Калининграду, ПВО подавлено, тысячи дронов на российской границе. Запад обратился напрямую к Москве. Это бомба. Новое оружие Украины запущено в серийное производство. Мощный удар по имиджу Кремля. Россия снова подставила союзника. Договоренности сорваны. Разбомбим к чертям. США поставили ультиматум. Трамп пригрозил уничтожением еще одной стране. Об этом и многом другом к утру вторника, 18 августа. Вторник, второй день недели, и самое время узнать, что творится в мире к этому часу. В эфире «Нехта», с вами Олесь Корниенко. Поехали. Генштаб ВСУ вынужден скорректировать оптимистичные оценки, которые появились на днях. Днепропетровская область вернулась под контроль Украины не полностью. Источники Суспильного говорят, что российские войска пока удерживают район села Дачное, а боевые действия продолжаются. То есть говорить о полном освобождении области еще рано. При этом всего пару дней назад появилась более оптимистичная информация. СМИ подхватили слова украинского военного с позывным «Балу», который заявил об освобождении Днепропетровщины. Но и российские Z-каналы тогда тоже писали о временном выходе войск и жаловались на нехватку резервов. Но Генштаб эти данные официально не подтверждал. Сейчас картина выглядит яснее. Украинское контрнаступление действительно отбросило российские силы почти со всей территории области, но последний участок возле Дачного еще предстоит вернуть. Трамп обещает разбомбить еще одну страну, причем на Ближнем Востоке, но речь не об Иране. Подвергнуть ударам президент США пообещал практически союзника. И президент сказал Fox News: если Оман встанет у нас на пути, мы разбомбим их к чертям. Заявление прозвучало накануне истечения срока перемирия между США и Ираном. При этом Оман традиционно выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном. И на прошлой неделе обсуждал с Ираном возможное возобновление нормального судоходства через Ормузский пролив. Очередной удар по престижу Кремля. И от кого? От родственного недемократического режима. Одна из влиятельнейших стран Ближнего Востока предъявила претензии Москве. Каир недоволен Росатомом, который строит первую египетскую АЭС Эд-Дабаа. Как пишет Политика, власти страны обнаружили дефекты в реакторных блоках, нарушение правил ядерной безопасности и даже случаи пьянства сотрудников. В бетоне находили пустоты, а устранение проблем с фундаментами нескольких энергоблоков заняло около года. Египетская сторона также обвиняет подрядчиков в попытках приукрасить реальную готовность объекта. Описывая ситуацию, египтяне использовали выражение, цитирую, «умышленная халатность, вводящая в заблуждение методы и фиктивные работы». На бумаге у россиян объект завершен уже наполовину, а в реальности опять цитата «визуальный осмотр на объекте ясно показывает, что основные сооружения все еще находятся на этапе подземного строительства». В Росатоме это отрицают, но внутренние документы самой российской госкорпорации, полученные Политика, тоже говорят о задержках и проблемах с качеством. Первый энергоблок теперь могут запустить лишь в 2030 году, примерно на 1,5 года позже плана. Путин требует взять Донбасс до осени. Правда, не текущего, а следующего года. Об этом пишет The New York Times. В ближайшие месяцы, по данным издания, ожидается новое российское наступление с ударами не только по позициям ВСУ, но и по гражданской инфраструктуре. Некоторые источники допускают, что после осенних выборов в Госдуму Путин может объявить новую мобилизацию. Другие говорят и о более широкой эскалации, гибридных атаках в Европе и попытках расколоть НАТО. Правда, в случае мобилизации непонятно, чем будет Минобороны России вооружать новобранцев. Как оказалось, даже сейчас захватчикам не хватает самого простого. Военную тайну растрепали пропагандисты в прямом эфире. Знаешь, что не хватает? Вот я сейчас скажу, пулеметов.
Владимир Соловьев в эфире своей программы «Воскресный вечер» уже этой ремаркой опять наговорил на уголовную статью, но на достигнутом останавливаться не стал. Пулеметы! Что, как ружье будем в Турции закупать, дробовики? Но оказалось, что мобильным огневым группам оккупантов не хватает не только стрелкового оружия, но и внедорожников. Прошу прощения, спросить, например, одно предприятие, которое делает для армии автомобили, которые очень давно спроектированы. Вот можно сделать так, чтобы они не ломались? Нет. Ну, вот. Или хотя бы название изменить, это знаешь, чтобы почему? не было безумно стыдно и больно. Похоже, так называемый военкор Евгений Поддубный и Владимир Соловьев очень прозрачно намекали на фатальное качество УАЗов «Патриот». Кстати, подкиньте вариантов названия в комментариях. А тем временем Украина начала выпуск собственной управляемой авиабомбы. Название у нее многозначительное – «Уравнитель». Так в Америке почти 200 лет назад окрестили многозарядный револьвер Кольта, давший шанс не самому подготовленному гражданину дать отпор превосходящему числу врагов. Вес у новой разработки 250 килограммов. По словам представителя ВСУ Владислава Волошина, дальность поражения составляет от 10 до 130 километров, а стоимость примерно втрое ниже американского аналога. Среднесуточная интенсивность применения кабов врагом в 2025 году составляла примерно 180 единиц, а сейчас они уже достигли показателя более 300 единиц в сутки. Соответственно, перед нами стоит задача выровнять ситуацию не только количественно, но и качественно, и даже получить преимущество над противником. Впервые уравнитель показали еще в мае. Тогда Минобороны сообщала, что разработка заняла 17 месяцев, а бомба уже прошла необходимые испытания. Украинские летчики отрабатывали с ней боевые сценарии и адаптировали оружие к реальным условиям фронта. Теперь испытательный этап закончился, и первая партия уже закуплена Минобороны. При этом уравнителем дело не ограничится. По словам Волошина, Украина параллельно разрабатывает еще около 10 подобных систем. А теперь пристегните ремни. Стал известен план ударов по России, разработанный Североатлантическим альянсом. Там расписали по шагам, что будут делать, если Кремль нападет на страны Балтии. Как пишет Бильд, первый этап – подавить российские ракеты, дроны и ПВО. Одной из ключевых целей станет Калининградская область. Параллельно вдоль границы с Россией и Белоруссией хотят создать беспилотную автономную зону, где российских захватчиков будут встречать дроны и роботизированная техника, а не солдаты. Дальше план становится еще жестче. Спецназ и дальнобойные системы должны будут бить по аэродромам, военным заводам, мостам, железным дорогам и складам уже на территории России. На третьем этапе в тылу врага начнут действовать доставленные туда по воздушному мосту роботы, но не только. Концепция предполагает, что бороться с российской армией будут и сами россияне, не согласные с Путиным. Самое интересное, что этот план ушел в прессу намеренно. В НАТО считают, что в Кремле должны понимать, что ждет Россию в случае нападения на страны Балтии. Кремль с маниакальным упорством продолжает не только войну с Украиной, но и сопутствующее уничтожение малых народов России. О рекордном числе отправленных в мясорубку отчиталась Путину Ирина Гехт, губернатор Ненецкого автономного округа. У нас каждый 10-й мужчина ушел и подписал контракт на специальную военную операцию. Чем объясняется такая вовлеченность немцев в войну за русский мир? Бедностью и безысходностью, подумают некоторые. Нет, у этой гламурной путинистки другое объяснение. Тоже такой северный характер и северный дух, когда целыми семьями уходят на фронт защищать родину. Кстати, площадь Ненецкого автономного округа составляет почти 177 тысяч квадратных километров. Это превышает суммарную территорию Литвы, Латвии и Эстонии. А живут, или лучше сказать, выживают в регионе всего около 20,5 тысяч мужчин. Но ради сотни квадратных километров на Донбассе Путин и его соратники готовы превратить в пустыню свою страну, а последних ненцев уложить в украинский чернозем.
Конфликт между Россией и Азербайджаном снова напомнил о себе. Из Москвы депортировали главу азербайджанской диаспоры Бахтияра Гасанова. Отношения Москвы и Баку резко ухудшились после катастрофы самолета «Азал» в декабре 2024-го. Лайнер был поражен российской ПВО при подлете к Грозному. Погибли 38 человек. Ильхам Алиев потребовал тогда от Москвы признать ответственность, наказать виновных и выплатить компенсации. Россия долго не соглашалась в полной мере выполнить эти требования. Вместо этого летом прошлого года российские силовики начали охоту на представителей азербайджанской диаспоры. А братья Сафаровы были жестоко замучены до смерти. После этого были и российские удары по азербайджанским объектам на территории Украины. Теперь очередь дошла и до руководителя московской диаспоры. Российское гражданство Гасанова аннулировали еще в прошлом году. В июне его задержали, а теперь депортировали. Но главного мы уже достигли, что во всем мире знают, как много людей в России хочет мира. Двойной удар по яблоку. Пока в Москве Верховный суд отклонял апелляцию партии, оставив в силе решение о ее снятии с выборов в Думу, в Пскове одного из лидеров объединения, Льва Шлосберга, приговорили к 11 годам заключения. 63-летнего политика обвинили в дискредитации армии и распространении фейков о ней же. С июня прошлого года Шлосберг находился под домашним арестом, а с декабря уже в СИЗО. За свободу слова, за мысли преступления, типичной русской реальности. 11 лет, спасибо, что не 12. Это наш самый гуманный суд. Пока в Генштабе ВСУ признали, что освободили не всю Днепропетровскую область, в украинских силах специальных операций порадовали. Тут заявили, что освободили еще один населенный пункт на Александровском направлении. Речь об Андреевке в Клевцово в Донецкой области, ранее известной как Искра. По данным ССО, российские войска долго пытались просачиваться туда малыми группами и закрепляться на позициях. Во время операции 30 оккупантов сдались в плен. Остальные были ликвидированы. Населенный пункт снова перешел под контроль Украины, а дальше спецназовцы добавили немного местного колорита и провели традиционный обряд изгнания гадюк, которым символически очищают дом от бед и злых духов. В Беларуси правила дорожного движения, похоже, знают даже собаки. В Березино пес в ошейнике остановился перед нерегулируемым переходом, дождался безопасного момента и спокойно перешел дорогу по зебре. Водители тоже не подвели и терпеливо его пропустили. Автор ролика Сергей подписал видео просто: «Вежливые водители, образованные собаки». Это Беларусь. Правда, псы правила знают, но одна персона на них периодически демонстративно плюет. Александр Лукашенко не раз был пойман на том, что ему никакой закон не писан. То ремень безопасности не пристегнет, то шлем мотоциклетный не наденет. Но как требовать соблюдения ПДД от того, кто и Конституцию не соблюдает? Спасибо за то, что выбираете Нехта. Спасибо за лайки и комментарии. До встречи вечером.